Привет, друзья, Миран на связи. Давно уже пора отвлечься от всяких там около скандинавских стран и посмотреть на другие форумы мировой метал-сцены. Ну и заодно реанимируем тему железных дев, поднятую несколькими выпусками ранее. Поговорим о группах с женским вокалом, скажем, из Японии. Страна, известная своими безумствами в разных сферах культурной жизни. Ну, посмотрим, что они сделали с музыкой. Откроем сегодняшний выпуск с группой, которая лично в моем опыте была первой female fronted командой из Японии. Услышав их тогда давно, я в принципе сразу понял, что от японцев можно ждать чего угодно. Bloodstained Child. Вообще я допустил небольшую оговорку. На момент моего знакомства с группой, а это был 2007, в Bloodstained Child не было женского вокала. Лишь изредка таковой проскакивал на студийных записях. Да, все изменилось относительно недавно, но давайте все же пробежимся по истории команды. Bloodstained Child стартанули в 2000-м, и первые их два альбома можно охарактеризовать как живенький МДМ с таким сыроватым звучанием нулевых. Тем, кому приелась шведская и финская школа, будет весьма интересно их послушать. На третьем альбоме Idolator традиционные клавиши стали выезжать в сторону электроники, ну а с четвертым релизом Mosaic модные сэмплы практически взяли верх. Женского вокала все еще нет, но Bloodstained Child уже стали смесью металла и транса. Давайте уточним, когда я говорю транс, я имею в виду не их андрогинного гитариста, а танцевальную музыку, окей? Ну так вот, после альбома Mosaic и пошли интересные изменения. 4 года тишины, смена лейбла, но в 2011 вышел последний на данный момент полновес группы Epsilon, на котором как раз и представлен ведущий женский вокал за авторством греческой вокалистки Софии, с которой у Bloodstained Child и прошли самые громкие концерты. Один альбом с женским вокалом не так уж и много для звания female fronted команды. Однако дело в том, что в прошлом году у Bloodstained Child вышел клевый сингл Last Stardust с новой, на этот раз родной японской вокалисткой Кики. Вообще многообещающая особа, органично вписалась в коллектив и иногда добавляет скрима. Должны Bloodstained Child выпустить с ней в ближайшее время что-то особенное. Будем ждать. А теперь перейдем ко второй команде, современной, весьма плодовитой, не то чтобы очень тяжелой, да и не в этом дело. Dazzle Vision. Группу Dazzle Vision в 2003 году собрали брат и сестра, басист Такуро и вокалистка Маико. Лайнап периодически меняется, но они вдвоем всегда остаются в составе. У группы на данный момент есть 6 полновесов. По музыке все это вертится вокруг альтернативного рока, металла. Первые релизы больше экспериментальные, а сейчас они пришли к тому, что сами называют скриммо-поп.
Чередование легоньких мелодий с чистым вокалом и весьма забойных рифов со скримом. Вообще в Японии очень много групп с разнообразными женскими вокалами. Visual Kei — это довольно подходящая среда для их размножения. Однако из многих мне запомнились именно Dazzle Vision, потому как вокалистка Маико, помимо приятной внешности, обладает еще и хорошо поставленным вокалом, и чистым, и скримом. Все это вкупе с разнообразными рифами, текстами на тему проблем подросткового возраста и постоянной активностью, что немаловажно в суровом японском шоу-бизнесе, делает эту команду первыми в очереди на ознакомление для всех, кому интересна современная медиакультура этой страны. На экваторе нашего выпуска перейдем к олдовой, своеобразной и экстремальной в музыкальном плане команде Psy. Группа Psy появилась в 90-м году, и они считаются одними из основателей японской black metal сцены. Их первый альбом выходил еще на лейбле покойного Euronymous Death Like Silence, а сама команда засветилась во второй части фильма «Путешествие металлиста». Psy изначально выдавали не самый дефолтный блэк. У них всегда были какие-то умопомрачительные аранжировки, эксперименты с гармониями, звучанием, инструментами. Их можно было назвать авангард блэк. Однако сейчас, после кучи непохожих друг на друга альбомов, их можно смело назвать экспериментальный экстрим-метал с примесями различных жанров от панка и хэви до блэка и дэта. Psy, как и Bloodstained Child, не сразу обзавелись вокалисткой, но с ее появлением их музыка стала еще более замороченной. Новоприбывшая в 2007 году доктор Микеннибал разбавила движуху не только своим скримом и эпатажным поведением, но еще и неслабыми партиями саксофона. В общем, Psy — это весьма самобытный коллектив со своими заморочками. Из интересных нюансов можно отметить название их релизов. Первые буквы всех их альбомов и одного миньона складываются в название группы. И следующий полновес завершит уже третий подобный вздох. А еще у них там определенно своя атмосфера. Вокалистка Мика очень своеобразно подходит к записи вокала. Она всегда это делает обнаженной и в процессе пьет коровью кровь. А вы что хотели? Япония! Но не все же нам говорить об уже состоявшихся коллективах. Давайте посмотрим на тех, у кого все только начинается. Молодая МДМ-формация Zexx Noin.
В дискографии Zex9 уже есть 3 полноформатника. Не такие уж и новички. Однако музыка у них — это довольно привычный европейский МДМ, и первые 2 альбома с мужским вокалом не привлекли особого внимания. Но стоило им выпустить 3-й полновес с худышкой Ю на вокале, как дело вроде бы пошло в гору. По крайней мере, они стали выделяться визуально. Вокальная техника Ю весьма своеобразна. Вполне обычный чистый вокал, она мешает с пока еще попытками гроулинга. Звучит топорно, но контрастирует со внешностью, а это уже работает. Вообще довольно забавно смотреть клипы, где мимика вокалистки соответствует обычной человеческой речи, а звук как бы намекает, что всю вокальную рекорд-сессию она провела с лоу-фейсом начинающего гроулера. Но ничего же не мешает ей с практикой получше овладеть экстремальным вокалом. Ведь неизвестно, что проще – набить себе скилл или изменить свою внешность. В части 2 пункта у Zex9 все в порядке. Да и музыка не самая плохая. В будущем из них может получиться годный коллектив. Ну вот мы и подошли к наэпичнейшему японскому вбросу, который переворачивает интернеты и умы поклонников тяжелой музыки последние 5 лет. Baby Metal, чуваки. Начнем с небольшого объяснения. В мировой культуре существует термин «идол». В Европе и США так называют медийных персон, которые оказали большое влияние на шоу-биз. Но в Японии, чтобы быть идолом, ты должен быть просто молодой и кавайный. Там есть много агентств, которые занимаются подбором, воспитанием, обучением и, конечно же, коммерциализацией молодых ребят. Одно такое агентство, Amuse, держит под своим крылом группу Sakura Gakuin, состоящую из девочек возраста средней школы. А в 2010 году для пущего безумия они решили запустить тяжелый сайт-проект Baby Metal. И решение, судя по всему, было верным, потому как именно Baby Metal произвели дичайший фурор, и именно их популярность вырвалась далеко за пределы Японии. А секрет успеха прост. Какие-то музыканты на заднем плане играют какой-то там металл, а в центре событий 3 девочки, которые поют, танцуют, издают какие-то звуки и ведут себя всячески мило. У них на данный момент всего 1 полноформатный альбом, но главная их сила заключена в клипах и живых выступлениях. При их просмотре ощущается потрясающая по своим масштабам эмоциональная палитра. Вроде хочется взять и сокрушить свое лицо в убер-фейспалме, а ты сидишь и прешься. Смотришь клип, и желание выключить сменяется желанием найти 20-часовую версию. В общем, адовый экспириенс. Девчонки молодцы, я считаю. Главная вокалистка проекта, Судзука Накамото, уже выпустилась из средней школы и группы Sakura Gakuin соответственно, однако Baby Metal решили свою деятельность не прекращать. Но неизвестно, сколько еще это будет продолжаться, будут ли они менять вокалисток или на паре альбомов все закончится. В любом случае, Baby Metal уже неплохо потрудились, доставили нам кучу фана и еще раз доказали, что не все грани тяжелой музыки изведаны. И что мы имеем в итоге?
Япония радует своим многообразием. Bloodstained Child, Dazzle Vision, Psy, Zack Snow, Baby Metal — это далеко не все эпичные тайтлы местной female fronted сцены. Заходите в нашу группу ВКонтакте, там мы будем публиковать еще больше интересных команд. Также хочется сказать спасибо нашим информационным партнерам RMO Media Group и их ресурсам, сайту Группа быстрого реагирования и пабликам, имеющим прямое отношение к теме выпуска Brutal Female Vocal, роковые женщины и любители метал-групп с женским вокалом. И, конечно же, огромное спасибо вам, дорогие подписчики, за каждый ваш лайк и репост. И не забывайте, что 13 июня в московском клубе Вольта состоится концерт мощнейшей группы Годжира, на котором мы будем снимать очередной выпуск MMM Live. Так что обязательно приходите, поболтаем и оторвемся. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Зовите к нам друзей, ставьте лайки, делайте репосты. Вместе мы сделаем отличное комьюнити с отличной музыкой. С вами был Миран. До связи.